Привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. Сегодня в этом видео я буду тестировать сразу две новинки от компании Oriflame. Это женский аромат Грейте и, соответственно, мужской аромат. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной до конца и всем приятного просмотра. Ну а так как ароматы не дешевые, я решил все-таки попробовать с пробников, потому что, знаете, мало приятного купить аромат за 10 тысяч тенге и потом, если он не понравится, его выбросить. Поэтому будем тестировать с пробников. Я думаю, что для этого компания и создает пробники, чтобы мы сначала протестировали пробником, а уж потом уже кидались как голодные на полноценную версию. В общем, я заказал и мужскую, и женскую новиночку. И давайте начнем с женской новиночки. Прежде чем я ее открою, мы посмотрим описание этой новинки. Так, женский аромат Грейте. Он идет цветочно-фруктовый, в составе мандарин, тубероза, белая амбра, средняя концентрация. Ну, я так понимаю, средняя концентрация, это если те ароматы, которые я уже попробовал, то это где-то вот 3-4 часа. Дарит уверенность в себе благодаря технологии Aura Scan, доказано нейробиологами, удерживая чувство уверенности в течение дня. Ну, мне кажется, это уже врут. Вот это, мне кажется, уже врут. Содержит спирт натурального происхождения. Это хорошо. Мандарин, яркий аромат, вызывает прилив энергии. Тубероза, выразительные ноты внушают уверенность в себе. Белая амбра, чувственный шлейф, дарит ощущение комфорта и служит якорем для остальных нот. Вот такая вот женская новинка. Ну что, приступим к затесту. Я надеюсь, она такая же будет вкусная, как и описание данного аромата. Еле-еле я с трудом разобрался, где мужская версия, а где женская версия. Очень мелко на пробнике было написано. Но вот вроде бы я разобрался. Made in Польша. Польский? Так, по дисейвенам вместе на одном заводе херачат. Так, женское я нашел. Давайте будем пробовать. Сначала нанесу на бумажку, потому что впереди, впереди, как правильно сказать? Сейчас женский тестируем, а потом мужской, значит впереди, да? Вот, впереди будет еще мужской аромат, поэтому на себя пока наносить не буду. Попробуем с бумажки. Ой, слушайте, интересный аромат. Такой легкий, освежающий. Ну вот, блин, что там у нас было в аромате? Тубероза? Я не знаю, ну, оставили бы один мандарин, вообще бы шикарно было. Ну, довольно легкий аромат. Недаром написано, что концентрация такая средняя, да. Аромат, наверное, действительно 3-4 часа, но он классный, он легкий, освежающий, такой нежный, женственный. Слушайте, ну прикольно. Мне нравится. Хочется на руку нанести, попробовать, как будет на коже открываться, как будет на коже раскрываться. Слушайте, ну прикольно. Как будто что-то напоминает. Я еще, в принципе, знаете, не... До кого это? У меня практически, наверное, первый аромат. Я Люсю уже пробовал с пробника. Ну вот это вот у меня, наверное, все-таки первый мой аромат женский, который я попробовал в Oriflame. Слушайте, ну я в восторге, мне он очень понравился. Довольно, в принципе, такой, как я и люблю. Легкие, освежающие ароматы, не тушнило. Но, тем не менее, иногда мне нравятся и сладкие ароматы. Ну что, будем пробовать мужской аромат. Надеюсь, он будет такой же интересный, как и женский. Так, мужской аромат. Кстати, пробничек. Так, мужской аромат древесно-цветочный. Древесный это уже прям мое-мое. Но вот цветочный не знаю. Не знаю. Ну, знаете, вот по страничке я пробовал принюхаться, не получается. Слушайте, в составе ананас, герань, гвояковое дерево. Вот тоже идет средняя концентрация аромата, дарит уверенность в себе благодаря технологии, доказано нейробиологами, поддерживает чувство уверенности в течение дня. Ну, то есть, в принципе, то же самое описание, как и на женском. Содержит спирт натурального... Ну, блин, ну это же мужской аромат. Здесь спирт должен быть только натурального
происхождения. Сейчас тяпнем по пробничку. Ананас, сочные нотки освежают мысли и настраивают на позитивный лад. Хорошее начало. Герань. Вот, герань. Это терпкий аккорд, повышает мотивацию, снимает нервное напряжение. Слушайте, а меня, например, я уже напрягся. Мне кажется, вот герань мне здесь не нужна. Гвояк. Мягкий, в то же время стойкий аромат. Это дерево подпитывает уверенность. Слушайте, ну, тоже название вкусненькое. Я надеюсь, что аромат будет еще вкуснее. Давайте будем его тестировать. Проверим. Мужская. А то всякое бывает, можно и перепутать. Слушайте, ну попробую сначала на листочек, да, нанести, а потом уже будем его на руку. Теперь уже впереди нечего тестировать, поэтому... Ну, вот что и требовалось доказать. Мне кажется, это, друзья, не мое. Вот это вот герань. О, тушнило. Ой, нет. Ну, подождем, может быть. Он очень яркий. Он очень яркий, терпкий. Я уже даже ананаса-то здесь вообще и не слышу. Все, друзья, на этом обзор закончился. Я забраковал этот. Вот как покупать вот такой дорогой аромат, не протестировать его на пробнике? Друзья, но очень многие мне постоянно пишут, что на пробнике одно, на бумажке другое, на коже третье. Я с вами 100% согласен. Но пробники, они все равно придуманы не просто так. Ну, все равно они не просто так придуманы. Я уверен больше на 95%, что содержимое пробника будет похоже абсолютно на аромат. Единственное, что при распылении аромата он рассеивается, да, мелкой пылью, так скажем, да. И здесь, возможно, он открывается уже по-другому. С пробника он, конечно, открывается сразу ярко, без каких-либо звездной пыли. В общем, друзья, пока он у меня еще отстаивается, я хочу женский аромат все-таки нанести на руку. И, как говорится, добить до конца, чтобы уже понять, я точно женский нанес. Точно женский. Ой, ну женский классный. Ну, я уже говорил, он легкий такой, воздушный, женственный. Ой, классно, цветочный. Вот здесь уже начинает нотки ананаса. Вот, постоял чуть-чуть на руке, и уже начинают открываться нотки ананаса, сластит. Во, уже совсем по-другому, уже не так терпкий, не так. Ну, мои хорошие, что хочу сказать. Если вы любите сладкие ароматы, это мужской аромат, я сейчас говорю. Если вы любите мужчины, если вы любите сладкий аромат, то это да. И, кстати, он похож на какой-то один из зейвонских ароматов, не могу сказать. На Attraction, по-моему, на какой-то похожий. Ну, вот он постоял, он более-менее раскрылся. Он уже не такой терпкий, не такой вонючий, как был с пробника. Но я что хочу сказать, это все равно не мое, я не люблю такие... Он уже не терпкий, он уже сладкий аромат. Я не люблю такие сладкие ароматы. Иногда хочется, да, что-то такое сладенького, но вот не сейчас, вот не в этот период времени, может быть, зимой. А так, в принципе, да, я беру свои слова назад, он довольно неплохой аромат. Но еще раз говорю, кто любит сладкие ароматы, вот, пожалуйста, мужской Oriflame аромат, он такой сладковатый. Сначала он раскрылся таким терпким ароматом, но сейчас он больше сладковатый, но он будет яркий такой, понимаете, вот яркий. У него шлейф, наверное, точно будет хороший. И мне кажется, что вот эта средняя концентрация все-таки не 3-4 часа. Мне кажется, этот аромат будет держаться намного дольше. Поэтому, ну, я рекомендую, кстати, да. Но, еще раз говорю, я лично его бы не стал приобретать. Это не мое. А вот женский аромат я рекомендую. Он прям вкусняшка, вкусняшка. Прям. Слушайте, ну я его уже обожаю. Классный. Я его рекомендую. Попробуйте.
Ну, естественно, попробуйте с пробника. Приобретите сначала пробники, а уже потом заказывайте полноценную версию. Ну что, друзья мои хорошие, ну как вам обзор? Понравился вам? Ставьте лайк, пишите комментарий, делитесь этим видео с друзьями. Ну и, конечно же, не забываем подписываться на мой канал, потому что здесь интересно. Ну а у меня на этом все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Жду ваших отзывов. Кто уже эти ароматы попробовал, может кто-то покупал полноценные версии, делитесь своим впечатлением. Я буду с удовольствием с вами дегустировать, вести дискуссию, друзья. На этом у меня все. Всем пока-пока. До встречи в следующих обзорах.